Бали. У каждого, кто впервые вступает на этот священный остров, своя история. А вот моя началась очень давно, еще в 2002 году, когда Чангу была еще обычной деревушкой, а авокадо Тост и Бенедикт еще даже не были в хайпе у туристов. Меня зовут Владислав Трифонов, и я продолжаю свой путь здесь, но уже в качестве девелопера. Все началось с простого восхищения этим островом много лет назад, а привело меня к созданию чего-то особенного и нового здесь, на Бали. В этом видео я хочу поделиться с вами о нашем первом проекте Мелиора. И расскажу на самом деле, как устроена недвижимость на Бали. Познакомлю вас со мной не как с девелопером, а просто как с человеком. И отвечу на часто задаваемые вопросы. Немножко расскажу о себе. Я вообще родом с Дальнего Востока. Когда еще в 1987 году поступал в ВУЗ, мы еще поступали это в Советском Союзе, а в 1992-м, когда выпускались, уже оказались в другой стране. Когда произошел распад Союза. Непростое было время вот этих 90-х годов. Успел еще поработать в государственных структурах на линии. Начинал с прораба, начальником участка. Но где-то в середине 90-х, когда организации начали все разваливаться, финансирования не было, обратил внимание, что, увидел один раз, как кому-то у знакомых начали делать ремонт. И начали делать ремонт, отличающийся от того, что мы видели до этого все эти годы. Стандартные двери, покрашенные полы. Мне стало интересно. И посмотрев на все это, здесь, наверное, понял, что этот рынок только начинает развиваться. Мы начали заниматься так называемыми евроремонтами. На то время это было очень модно. В городе было, наверное, несколько компаний всего. И где-то несколько лет мы учились всему этому, смотрели какие-то журналы. Не было еще толком ни телефона, ни сотовой связи. Это не у кого было узнать это все. И мы пошагово, потихоньку это все узнавали, старались что-то сделать лучше. И вот так начался, можно сказать, мой коммерческий путь в строительстве. Всем привет, меня зовут Никита Трифонов, и на Бали я живу уже 4 года. 4 года назад я решил бросить себе вызов и прилететь на этот чудесный остров, потому что многие мне о нем рассказывали, многие друзья здесь бывали и находились в тот момент. И я решил, почему я не могу попробовать себя, побывать на этом чудесном острове, возможно, мне понравится. И, в общем, я решил сюда переехать, пожить. Для меня остров Бали – это сейчас как второй дом, родное место, потому что здесь я обрел своих друзей, знакомых, свою любовь. Я просто знаю этот остров сейчас, можно сказать, наизусть. Это еще 2002 год. Мы первый раз прилетели сюда на остров. Мы просто влюбились в него, потому что невозможно не влюбиться в такие места. Вы, наверное, видите за моей спиной, какие пейзажи. Это пальмы, океан, это непередаваемые рисовые террасы, это водопады. Здесь столько красивых мест. Но самое главное – это люди. Это люди. Я не встречал до этого ни в одной стране подобного рода отношения к себе. Это постоянная улыбка на лице, это добродушие, это простота. И вот эта энергия от людей передается, и ты ощущаешь ее прямо всеми клеточками своего тела. Мы когда вернулись с первой поездки на Бали, я, наверное, месяца 2 ходил и просто улыбался людям. На меня смотрели все, говорят, что с тобой случилось? Я говорю, я побывал в такой стране, где, понимаете, никто друг на друга не кричит, никто нигде не ругается, никто не доказывает свою какую-то правоту. Все друг к другу относятся добродушно, с улыбкой на лице. И это нас просто влюбило в это место. В течение 4 лет, как я здесь находился, я видел, что Бали очень сильно начал развиваться. И увидел, что очень много девелоперов заходят на балийский рынок. Зная своего отца, я, можно сказать, порекомендовал ему, почему бы тебе не зайти на балийский рынок. Я знаю, как ты умеешь работать, как ты умеешь строить, я знаю твои навыки. И в течение где-то примерно 2 лет мы с ним общались об этом, я ему рекомендовал, но все серьезно не доходило до какого-то разговора. И 2 года назад мне поступает звонок от отца, поступает предложение от него
привет, сын, не хочешь ли ты попробовать со мной поработать в команде и сделать что-то свое, открыть, построить какой-то свой комплекс, да, и для меня это был, конечно, очень серьезный вызов, потому что я уже был в сфере недвижимости, то есть я изучил этот рынок, то есть я разговаривал с отцом, я ему многое что рассказывал здесь, как тут строят, что тут можно построить. И вот мы где-то 2 года назад, я начал потихоньку изучать этот рынок, но мы уже так подсознанно уже приняли решение открывать здесь компанию. Но я решил не делать поспешных выводов и изучить этот рынок, культуру, условия открытия здесь бизнеса, есть какие здесь нюансы, юридические моменты. И я, наверное, вот 2 года мы изучали. Несколько раз за эти 2 года я сюда приезжал. Мы смотрели, ездили локации, смотрели многих девелоперов, кто как строит, где какие ошибки, как концептуально люди подходят к формированию каких-то проектов. И на самом деле видел, что да, это только начало. Но я знаю как бы эту культуру, я знаю менталитет людей здесь. И я знаю, что это все-таки мы здесь гости. Мы приезжаем в чужую страну со своими традициями, со своей религией. Но я это все понимал, очень хорошо понимал. И вот все это взвесив, мы решили так, что если мы пойдем здесь, в этом направлении, в этом бизнесе, то мы будем делать все очень открыто, по-белому, и все будем делать будем законно. По-другому я не вижу. Я вижу, кто хочет работать по-другому, это дорога полный в тупик. Мы открыли компанию, мы создали здесь команду неплохую из юристов, бухгалтеров, нас консультируют по уплате наших всех налогов. Мы собрали сюда, я часть людей сюда привез, часть людей мы здесь сделали коллаборацию. Сделали мы здесь неплохое конструкторское бюро, сделали здесь дизайнерское бюро. Поэтому и начали смотреть локационно, в какой концепт мы пойдем. Да, мы сейчас на локации. Я, наверное, чуть-чуть подробнее бы немножко рассказал сейчас вообще, как мы начали думать в отношении Бали, как мы будем строить здесь бизнес. На самом деле, для многих людей, может быть, это кажется просто. Приехал на Бали, там, может быть, какие-то есть деньги, пошел, купил землю и начинаем вот так. Но на самом деле это все намного сложнее. Что такое взять локацию? Для кого-то кажется, может быть, это просто. Но на самом деле, ребят, чтобы найти вот это место, мы потратили несколько месяцев. Мы пересмотрели, наверное, я думаю, что 50 локаций точно в разных районах Бали. Мы были в районе Нуану, мы были в районе Переринана, мы были в районе Чингу, были в Убуде. Мы ездили, сравнивали, смотрели, ценовая политика, что находится рядом, чтобы можно было построить в этом месте, чего не хватает, как развиты дороги и так далее. Потом мы задумались, кто наш конечный потребитель. Это, я считаю, что очень важно понимать, что ты строишь, для кого ты строишь. Поняв здесь, проанализировав весь рынок, я понимаю, что очень много девелоперов сюда зашло. Я думаю, что в ближайший год-два все объекты, которые сдадутся, такого плана недвижимости ее будет вполне достаточно. И здесь уже выйдет на первый план конкуренция, кто может оказать лучший сервис. Видя все это и понимая все это, мы все-таки подумали, наверное, мы уйдем в сегмент премиум класс, люкс, повышенный какой-то, может быть, комфорт. Мы, видишь, все-таки подошли к другому, да, то есть я вот сейчас посмотрел, сколько строится эконом, скажем так, наверное, эконом плюс, что-то такого среднего качества жилья. И действительно на этот сегмент маленько вот в этой части острова уже будет сейчас подзаполнен. А вот как вот мы столкнулись, и вот у меня друзья приезжали, ты помогал, помню, да, мы не могли людям помочь найти виллу, всем брокерским агентствам мы задавали вопрос, да, и все было занято. И виллу какого плана? Такого лакшери сегмент, класса люкс,
И это действительно есть, наверное, недостаток. Мы все-таки думаю, что мы не зря пошли в этот сегмент. Особенно в районе Букит, потому что... Ну, Букит, да, Букит вот прямо сейчас, я думаю, что мы очень верное решение сделали, что мы решили на Буките остановиться. Я Букит очень люблю, я вижу динамику его развития. Ты мне сколько рассказывал про него, да, и ты здесь, сколько ты здесь прожил? Я вообще все время, как только я прилетел на Бали, я поселился на Буките, и для меня это как родное место, родной дом, да, Букит, и я вижу, как он развивается просто на глазах, и я вижу, куда он еще будет расти. И самое главное, что Букит – это полуостров в южной части Бали, да, и как только тут вся земля разойдется, да, все расстроится, то есть земля, в этом плане недвижимость подорожает, потому что место больше не будет где строиться, понимаешь? Если мы возьмем Чангу, там дальше Переринан, Сисех, Нуану, то есть туда есть куда двигаться дальше. А Букит все, тут земля уйдет, недвижимость построится, и она будет в цене расти, потому что больше строиться негде будет. А Букит 100% выйдет на уровень выше и будет очень востребован. Вот мы и подъехали на наше чудное место. Это Миласти, это пушка, знаете, вообще. Кто здесь, конечно, не бывал на Бали, первым делом я бы советовал: ребят, приезжайте сюда и заедьте, посмотрите с этого склона на Миласти. Это все-таки, я считаю, семейный отдых. Для меня это лучшие пляжи. Пляж тот же Миласти. Я когда сюда первый раз приехал, я вообще в него влюбился. И каждый, наверное, вот стараемся, какая минутка свободная есть, мы с женой выезжаем, берем кофе, садимся и смотрим на этот океан. Это можно смотреть, сидеть вечно. Рядом у нас находится несколько бич-клабов, где также можно комфортно отдохнуть, где можно за сравнительно небольшие деньги, там, по-моему, 250 тысяч рупий, ты покупаешь входной билет, тебе предоставляют зонтик, шезлонг, полотенце, ты можешь целый день валяться на бассейне, можешь спуститься к океану, потом эти же деньги еще и потратить там в баре там, или в ресторане на напитки, на еду. Пересмотрев это большое количество участков, мы в первую очередь хотели определить, где подойдет наша концепция. Чтобы это было тихое место, недалеко от инфраструктуры, недалеко от океана, с хорошей транспортной логистикой. Вот с этими критериями мы пытались найти. Ничего не подходило. Ну, ничего. Не мог найти. Когда мы увидели вот это место, я привез сюда свою команду, архитекторы, наши дизайнеры, все сказали: Влад, по-моему, это то, что нам надо. Небольшой участок, тут 3200 квадратных метров, очень тихая атмосфера. Посмотрите, какой здесь подъезд. Эта дорога тупиковая, дальше нас уже ничего нет. То есть от основной дороги 230 метров, то есть здесь не слышно транспорта. 900 метров от пляжа, 900 метров от Карма-Кандары и от бич-клаба Клифф. 2 километра всего отделяет от Миласти. На байке я еду буквально там 5-7 минут. Окей, локация подходит. Тихо, красиво, уютно. Инфраструктура, кафешки, ресторанчики, пляжи, все есть. Пошла дальше техническая работа. Рельеф, как он соответствует, какой цвет земли. Соответственно, мы искали пинковую зону, потому что мы изначально хотели строить концепты отельного плана. Это с посуточной сдачей в аренду, это управление, это концепт как бизнес, работает как мини-отель. Наши юристы, наверное, где-то с месяц делали отмотку 30 лет назад. Что с этой землей происходило, как происходило, есть ли какие-то обременения, есть какие-то ограничения. Вот это все мы прошли пошагово. И после того, когда мне юристы сказали: Владислав, эту землю мы можем брать, все чисто, никаких обременений, никаких там ограничений, все здесь будет разрешено, пинковая зона, такие-то коэффициенты застройки, 50% застройки именно жилья. Стандартная высотность здесь для построения вилл, там, по-моему, 12,5 метров. Можно было пойти по другому пути. Посадить максимальное количество квадратных метров здесь. Посадить таунхаусы, посадить какие-то апартаменты. Я для себя это видел совсем по-другому. Как я уже и сказал, мы идем в другой сегмент. Мы идем для людей с
повышенного комфорта, с повышенным каким-то сервисом. Поэтому мы себе определили, мы будем строить виллы. Начали смотреть, сколько мы здесь можем посадить вилл. Первое наше предложение было это 10 вилл. Посадили. Где-то, наверное, с недели 2 мы это крутили, вертели. Увидели, что мы не проходим по парковкам, не проходим по зонам озеленения, не проходим по каким-то моментам приватности. То есть с какой-то виллы в каком-то направлении взгляд может попасть на соседнюю виллу, и для меня это критически было важно. Мы убираем одну виллу, садим 9 вилл с такими характеристиками, чтобы можно было сделать руфтопы, и каждый руфтоп у нас смотрел на океан. Когда мы здесь попробовали подняться с дрона, буквально там на 4-5 метров, мы увидели, что здесь открываются отличные видовые характеристики. Поэтому решили этот концепт делать все-таки в 2 этажа плюс руфтоп. Дальше начали смотреть по рельефу, куда отвести воду, затапливает ли эту территорию здесь, либо нет. Это очень важные моменты, потому что кто на это не обращает внимания, потом сталкивается с проблемами. Мы живем на Бали, здесь тропические ливни, и когда вот сезон дождей, 2 месяца могут, 2 недели может непрерывно идти дождь. Некоторые территории у нас оказываются в таких ситуациях, когда подтапливает. Ливневки где-то не справляются, где-то может забиться ливневка. Вот немножко еще хотел остановиться, тут ребята как раз удобно будет показать. Повесили мы плакаты буквально тут 2 дня назад. Вот эти вот 5 вилл один тип и 4 виллы вот поменьше 2 бедрумные. Вот мы сделали общую парковочку. Вот здесь вот будет парковочка для стафа, для байков. И вот такой 2-этажный ресепшн. То есть ребята вот подъезжают, машиночки, байки здесь поставили через консьержа. И будет электрокар, как бы развозить багаж уже по виллам. Хотел остановить вот момент такой, очень нам понравилась вот эта локация. Вот здесь вот будет вот этот горный ручей. И вот эти все виллы, которые с той стороны, у них всех дополнительные террасы и бассейны Infinity, и выход вот на вот эту вот зеленую зону. Мы еще посадим там хорошую подпорную стену и досадим декоративных деревьев красивых. Да будет вообще очень пейзажно. Обратите внимание, вот такие штучки вот у нас, кто не понимает, что это такое. Это такая мулечка нашего архитектора. Мы сделали в каждой вилле такой ботанический сад под стеклом на все 3 этажа. То есть с 1-го этажа вот эта вся оранжерея, она поднимается до самой кровли. Вот отсюда днем у нас солнечный свет, когда попадает, и солнце, соответственно, меняет местоположение. Вот эта игра света проходит по всей вилле. А вечером все это с дикоросами будет мягко подсвечиваться таким декоративным светом. И как бы это будет создавать такую вот эту балийскую вот эту вот атмосферу, вот эту ауру. Это будет очень красиво. Поэтому вот этим всем моментом, озеленению, вот проходом между виллами, вот здесь по 3 метра, все это вот все приватно. То есть ни с одного руфтопа мы и не попадаем глазами на соседнюю виллу. Это очень важно. Обращаю внимание вот тоже на конструкцию наших руфтопов, наших пергол. Долго спорили с нашими PPG-консультантами. Нас все-таки обязывали здесь сделать кровлю многоскатную. Но мы убедились, что вот мы вот такие конструкции пергол привезем. Вот эта крыша, она с пульта выдвижная, раздвижная. То есть люди пришли, кто-то хочет позагорать, стоят шезлонги, а кто хочет посидеть в тени, нажимает на пультик, он со светом, и эта крыша выезжает, задвигается. То есть очень комфортно и спрятаться от дождя. Везде бассейны 6×4. Часть вилл у нас Infinity бассейны, часть вилл у нас, вот эти виллы все идут с водопадами. То есть подпорная стена. И на всю протяженность, на всю длину бассейна будет стекать водопад, очень живописно. Все это вписано зеленью. Но это все могут увидеть в наших презентациях, в нашем фильме. Мы не стали его плотно засаживать, как бы посадили здесь вот 9 вилл. Но это 9 вилл, лакшери сегмент, очень будет комфортно. И локация позволяет вот буквально здесь хороший подъезд к виллам, если вы обратили внимание. Мы, кстати, с местными жителями уже в коллаборации, мы поговорили. Как бы мы обязательно сделаем здесь, добавим освещение, добавим, возможно, озеленение вот на подъезде. Мне немаловажно, я сразу всем сказал, ребят, мы сюда пришли, тут не разрушить, наплевать, как говорится, и уехать отсюда. Мы хотим вот это сделать красиво, кто-то получит рабочие места, хотим поддерживать здесь порядочек, чтобы здесь, скажем так, было безопасно и для жителей, и для наших гостей. То есть, ну вот, у меня подход вот такой.
Я останавливаюсь подробно вот на этих моментах, потому что хотел бы объяснить людям. Меня иногда спрашивают, а вы там уже начали строить? На какой там стадии строительства? Я говорю, ребят, ну прошел только там 2 недели, месяц, как мы только выбрали локацию земли, мы начали большую работу. На это уходит где-то порядка там, не знаю, 7-8 месяцев. Концептуальная проработка, осознание того, что мы можем там посадить и как это будет работать. Проверка всех отступов от дороги, от речки. Определение классификации вот этой дороги. Будет ли она расширяться. То есть много очень нюансов. Мы нога в ногу идем с государственной структурой по получению PPG. И вот эти все моменты мы четко проговариваем. Здесь, в принципе, сейсмический район на Бали. Но определенные зоны есть еще повышенный класс сейсмики, поэтому есть свои требования для создания конструктива. После того, как мы вот это все сейчас, скажем так, концепцию посадили, согласовали по всем коэффициентам, по высотности, увидели, что каждая наша вилла будет приватная, а мы этого добивались. Ни с одного окна, ни с руфтопа, ни с бассейна, ни с прохода между виллами никто никого не видит. То есть, когда ты попадаешь в зону виллы, ты полностью попадаешь в приватную атмосферу. Дальше мы начали работать уже над архитектурой. Мы хотели сделать что-то свое необычное. Мы понимали, что это Бали. И вот это для меня, поддержание вот этой концепции, вот этого, я не знаю, вот этого чувства, что ты приезжаешь на Бали, ощутить себя среди пальм, среди каких-то декоративных растений, пожить на вилле с бассейном, вот этот вот кайфануть от этого всего. Вот эти все нюансы мы учитываем в проектировании нашего объекта, проектировании наших интерьеров, чтобы создать технически интересный, наполненный, с дизайнерской с точки зрения интересный объект. Здесь нужна очень большая кропотливая работа. Вот те рендеры, которые мы сегодня создали, по сути дела, это не просто красивые картинки, а это на самом деле это практически уже готовый дизайн-проект. Какой поставить туда диван, какой поставить стол, будет ли там смотреться консоль, а что на этой консоли, а какой сувенир там интерьерный поставить туда. Вот это все в мелких деталях мы на это дело заморочились. И мы на самом деле пытались создать вот этот интерьер, который будет способствовать удобству, комфорту и какого-то балийского стиля. То есть вот эти все моменты, кому-то это может быть не важно, но мы уделяем этому большое значение. Воду мы тоже хотим в воде уделить большое значение, хотим поставить мощную систему очистки. Иногда в некоторых районах с водой проблемы, поэтому приходится даже зубы чистить, использовать бутилированную воду. Вот здесь мы хотим сделать, чтобы можно было спокойно мыться, полоскаться, как говорится. Помимо 9 вилл, которых мы сейчас запланировали здесь построить, мы рядышком ставим хорошую общую парковку и двухэтажный ресепшн для встречи наших гостей. Также будет закуплен у нас автобус под нашим брендом. Организован консьерж-служба 24/7. У нас такая задумка, чтобы с нашего маленького вот этого концепта максимально предоставить в дальнейшем сервис. То есть мы не будем разрешать транспорту заезжать вовнутрь нашего проекта. То есть чтобы не шуметь, кто-то запоздал, кто-то ночью приехал, то есть на байке заедет, кому-то под виллу, под окна, то есть это будет кому-то неприятно. Поэтому весь транспорт остается на общей парковке. Консьерж будет зациклен на то, чтобы помочь организовать нашим гостям в дальнейшем хорошее времяпровождение здесь, на нашем комплексе. Аренда байка, автомобиля. Мы будем предоставлять услугу шеф-повара. Если кто-то захочет, допустим, готовить, там, может быть, у кого-то своя диета, кто-то хочет там, для ребенка готовить. То есть мы будем предоставлять такую услугу, что мы будем предоставлять в аренду как бы, нашего повара, который там будет, соответственно, заниматься вот этим продуктом. Можем организовать какую-то экскурсию, там, поездку на север. То есть можем организовать встречу наших гостей. То есть автобус будет в распоряжении. Плюс у нас будет почасовая доставка, трансфер на пляж, на ближайшие бич-клабы. Чтобы быть в рынке, мы должны чем-то отличаться. Вот поэтому мы вот движемся в этом направлении. С отцом работать нелегко, потому что я понимал, что он очень требовательный, но мне это и понравилось, потому что я понимал, что его отношение ко мне будет не как просто к сыну, а как к полноценному сотруднику, учредителю компании, его правой руке. Зная его подход к делу, зная его умение создавать сильную, мощную команду, я уверен, что проект Мелиора получится таким, каким мы его на самом деле задумали.
Подрядчикам со мной тяжело работать, потому что у меня иногда, может быть, кому-то показаться завышенные требования, но я считаю, что эти требования, они идут на пользу всем. И потом многие понимают это и начинают все-таки прислушиваться и выполнять то, что я прошу. Это порядок на стройке, дисциплина, начало рабочего дня, конец рабочего дня, не опаздывать на работу, места для курения, это вывоз мусора, зачистка рабочего места, подготовка рабочего места для себя. Вот эти все требования, которые мы будем заставлять наших подрядчиков выполнять. Правильное складирование материалов. Ну, понимаете, вот когда здесь иногда вижу, люди закончили работу, побросали все, инструменты, материалы, мусор, все это в куче лежит и поехали домой. Ну, вот это для меня это как ножом по сердцу. Мы будем немножко делать это все по-другому. Давай с тобой вообще поговорим об особенностях приобретения недвижимости на Бали. Что сейчас происходит на рынке? Начиная с 2022 года здесь, конечно, пошло очень бурное развитие, потому что поток туристов стал увеличиваться. Если мы возьмем статистику, то где-то с 2002-2003 года, если на Бали приезжало 1,5-2 миллиона, то на сегодняшний день 7 миллионов туристов за 2025 год статистика показала. Поэтому, конечно, необходимо новая недвижимость, новые какие-то проекты, какие-то гостиничные комплексы, наверное, улучшение инфраструктуры. И поэтому, конечно, сейчас, наверное, Бали испытывает некий бум стройки. Но я так вижу своими глазами, что мы еще только в начале пути. Потому что на сегодняшний день еще, наверное, большая часть полуострова еще вообще не достроена, еще не развита инфраструктура, как бы это еще все впереди. Юридически здесь недвижимость оформляется, в основном это лизхолд. Как правило, это 30-40 лет. На лизхолде я бы остановился вообще отдельно. Я бы, наверное, объяснил свою позицию и объяснил бы людям, что вообще такое лизхолд, и многие его боятся. Это, в принципе, нормальная практика сейчас в мировой экономике, скажем так, на рынке многих стран. То государство предоставляет право на застройку под какие-то объекты недвижимости для личного использования, для гостиничных комплексов на определенное время. Здесь, как правило, на Бали это работает примерно 30, ну как вот мы сейчас взяли проект, то есть мы подписали 30 лет и плюс 20 лет гарантированного продления по гарантированной стоимости. Я приведу пример, допустим, по Сингапуру, да, мы прожили сколько лет, очень развитая страна, и на самом деле вся недвижимость продается у них с учетом 99 лет собственности. То есть возможность тебя и там твоего одного или второго поколения использовать эту недвижимость. Далее этот контракт прекращается, и эта земля отходит опять государству. Либо эта недвижимость сносится, либо под новую застройку. Китай, Таиланд, Гонконг – то же самое. 30, 50, 70 лет. В разных странах по-разному, но везде, в принципе, такая практика. Я считаю, что это нормально, потому что такое недвижимость, в принципе? Я немножко хочу развеять этот миф и объяснить. Многие понимают так, что хочу пожизненно купить недвижимость. Вот эту квартиру, там, виллу или там кондоминиум, какой-то апартамент. Но мое мнение, ребят, сегодня, допустим, средний возраст там, нашего, не нашего покупателя, который приезжает сюда, допустим, допустим, возьмем 35-40 лет. Окей, мы даем лизхолд 40 лет. То есть какой возраст будет ваш по окончании этого лизхолда? Многие скажут, мы бы хотели свою недвижимость оставить своим детям или внукам. Ну, я вот, если честно, скептически отношусь к этому, потому что время меняется, меняются тенденции, меняется мировоззрение людей, дети развиваются у нас по-разному. Я бы, если честно, мой бы совет, лучше детям оставить хорошее образование и хорошее воспитание. А там через 30-50 лет они разберутся, где им жить, как им жить, и что им покупать, и как им двигаться по жизни дальше. Поэтому, как строитель, я вам так скажу, что, в моем понимании, хороший даже качественный объект. Даже раньше, как мы строили там по нормативам, тоже жилье, там еще в Советском Союзе, там обычная пятиэтажка, у нее срок годности 50 лет, по большому счету. Через 50 лет ее по-хорошему надо отдавать под снос. Потому что выходят из строя коммуникации,
Конструкции с учетом климатических условий, они, соответственно, тоже приходят в износ. Металлические конструкции тоже доступает понятие усталость металла. То есть в определенный момент определенные объекты, их надо просто сносить. Либо делать капитальную реконструкцию, а иногда это становится очень дорого. Это можно сказать и про коммерческую недвижимость. Я могу эту тему развить и дальше. Там, торговые центры возьми. Сегодня этот торговый центр поставился там, на 3000 квадратных метров. То есть он сегодня, да, актуален, он сегодня модный. Там приходят люди, покупают там, продукты. Но через 10-15 лет рядом появилась новая концепция. Там 20-30 тысяч квадратных метров с более развитой инфраструктурой, с другими парковочными местами. То есть все, этот торговый центр начинает умирать. По большому счету его надо под снос, либо переформатировать под что-то другое. Поэтому, наверное, я бы так сказал, недвижимость – это не какой-то вечный элемент, который вы хотите приобрести, а это, скажем так, продукт со своим сроком использования. 30 лет в тех климатических условиях, что мы находимся здесь, Юго-Восточная Азия, субтропический климат, я думаю, что окей, если построено качественно, хорошо, мы и берем вот этот вот срок 20 лет продления до 50 лет. Предоставляем нашим инвесторам, кто захочет, допустим, приходить к нам в нашей концепции, мы предоставляем возможность вернуть свои инвестированные деньги в течение 6-8 лет. Дальше люди могут проживать вот по нашей договоренности, да, мы, как с тобой мы решили, мы будем давать 60 суток нашим 60 инвесторам суток в году, да. Да, проживание в нашем комплексе. Все остальное 10 месяцев этот вилла работает как бизнес. Люди получают пассивный доход. Поэтому 6-8 месяцев они возвращают свои инвестированные деньги, и в дальнейшем они наслаждаются, каждый год по 2 месяца могут проживать, все остальное время они получают свой дополнительный доход. Они окупают этот объект несколько раз. Захотят дальше, мы в принципе подпишем продление на 20 лет, 50. 50 это тот срок, мне кажется, не надо строить иллюзий. Все равно эта недвижимость приходит в некую, скажем так, менее привлекательный продукт в дальнейшем. Появляется что-то новое, появляются новые технологии, появляются новые материалы, появляются новые дизайнерские решения. Люди хотят постоянно менять. Возьмем Сингапур. Мы для себя даже вот решали, построился новый кондоминиум. Класс, новые бассейны. Мы заехали, пожили 5 лет. Рядом строится новый кондоминиум. Он в несколько раз лучше, чем вот этот. Люди просто снимаются оттуда, берут в аренду в новом. Этот кондоминиум стоит пустой. Люди хотят что-то новое, постоянно вот эти новые эмоции. Поэтому, как-то так. Поэтому насчет лисхолда не надо бояться. Это нормальная мировая тенденция. И это, наверное, государство даже правильно делает, что она не раскидывается земельным ресурсом своим. И вот так дает возможность людям строить, дает людям жить, зарабатывать как-то деньги, а актив держит в своем активе, то есть земельный актив. В любом случае мы имеем приоритеты как дополнительная опция. Это плюс для нас, что у нас есть такая опция продления на 20 лет, поэтому... Конечно, я допустим, не знаю, кто-то хочет, может быть, молодые ребята, кому сейчас 20 с небольшим лет, конечно, они психологически хотят вроде бы иметь фрихолд на 80-90 лет. Давайте рассудим, что будет через 80 лет с вами, дай бог, что все будут долгожителями, допустим, что дети ваши захотят там жить, и что будет с этой недвижимостью, даже при поддержании ее в хорошем состоянии. Как ты думаешь, почему сейчас государство ужесточает контроль, и вообще хорошо это или плохо? Я уже говорил неоднократно, что с кем мы общались, с ребятами, с молодыми застройщиками, и постоянно мне доводилось слышать, что сейчас со стороны государства какое-то излишнее давление. Я не считаю, что это излишнее давление и какое-то давление на бизнес или... Это нормальные правовые решения вопросов, чтобы урегулировать рынок, чтобы он развивался правильно, законно, с соблюдением всех нормативов. Это же зависит и безопасность людей, это в первую очередь. Поэтому строительство – это серьезный бизнес. Это, скажем так, надо обладать определенными знаниями, чтобы идти в этом направлении.
чтобы это развивать. Строятся отели, строятся виллы. Здесь зона повышенной, скажем так, сейсмоопасности, да? Здесь постоянные могут быть землетрясения, какие-то вот такие климатические моменты. Поэтому это все надо учитывать. Поэтому очень серьезно надо к этому относиться. И я считаю, что когда к застройщикам применяются вот такие повышенные, скажем так, меры контроля, это, наоборот, это лучше. Пускай останутся на рынке те, кто занимается действительно это профессионально. Эта недвижимость будет становиться лучше, это безопасней. Инвесторы будут, скажем так, более защищенные. Я, в принципе, слышал об этом, и я уже говорил неоднократно, что я, наоборот, рад, что такая тенденция идет. И как бы мы этого не боимся. Как бы, да? Мы сразу идем здесь, соблюдая все буквы закона, и все как положено, получаем разрешение, получаем после объекта, после завершения строительства получаем СЛФ, эксплуатируем объект, эксплуатируем его 5 лет, переполучаем опять СЛФ, и так вот работаем, как бы начинаем следующий проект. Поэтому это все нормально. Когда ты вообще услышал про скандал с Андре и его проект в парк Убуд, что ты вообще почувствовал? Да, ничего я не почувствовал, это нормальная ситуация. Здесь последних 2 года, ну ты сам знаешь, ты здесь живешь уже больше 4 лет. И я последних 2 года пристально слежу, что происходит на этом рынке. Есть определенные ситуации, видимо, определенные проблемы у каких-то застройщиков. Я, если честно, не хотел бы там ловить какой-то хайп, радоваться, может быть, чьим-то там неудачам. Я как бы всегда говорил наоборот, я готов, может быть, к созданию какой-то, скажем так, кооперации с какими-то застройщиками, ну, которых мы уже знаем, с которыми готовы там познакомиться, кто делает неплохо свою работу здесь. И как бы наоборот поддерживать друг друга. И те, кто стремится работать правильно, законно, классно, но испытывает, может быть, какие-то сложности, всегда можно собраться, обсудить вот эти моменты. А то, что было освещено, там, вот, парк Блю, там, еще каких-то застройщиков здесь, я, если честно, не придаю этому большому значения. Может быть, это такая тема больше, скажем так, распиарена в СМИ, но, может быть, получила большую огласку. Что там произошло на самом деле, я не берусь судить, если честно. И я не сторонник вот этих вещей. Мы нацелены делать свое, делать правильно, и будем ориентироваться на свои ценности, на свой опыт, на свои, скажем так, намерения, которые мы здесь вот хотим воплотить. Поэтому меня не пугает это абсолютно. Скажи, с твоим опытом, какой бы совет ты бы дал другим девелоперам? Ой, ну, я бы не ассоциировал себя с каким-то, наверное, чересчур самым умным девелопером или самым большим. Здесь гораздо много компаний, которые гораздо больше, может быть, даже кто-то имеет и больше опыт, чем я. Поэтому я бы, наверное, сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что, ну, наверное, своим коллегам, там, девелоперам, каким-то строительным подразделениям и строительным компаниям, как бы, да, кто, в принципе, вместе с нами движется в этом направлении, создает какие-то прожекты здесь. Я бы, наверное, с моей точки зрения, я бы, наверное, сказал так, что работайте честно, прежде всего перед собой, выполняйте те обязательства перед вашими заказчиками, перед вашими инвесторами. Это, наверное, самое главное. Для меня берегите свою команду, своих людей. Для меня моя команда – это моя семья. Поэтому я всегда собирал тот коллектив. Очень многие со мной проработали 20 и более лет. Для меня нет неважных людей. Начиная там, я не знаю, от простого рабочего, заканчивая там каким-то офисным работником. И все это одна наша команда. Как бы. Я ко всем отношусь уважительно, и для меня это очень важно. Вот здесь я бы сказал так. Мы можем, конечно, строить, рисовать какие-то графики, какие-то планы строить. Но в конце концов продукт создают люди, которые работают в ваших компаниях. Поэтому берегите, уважайте, прислушивайтесь. И, ну, это, наверное, вот такой мой совет. Как бы. Я по жизни иду вот именно так. То есть я люблю людей, я их уважаю, как бы, я ценю. Стараюсь никого не обижать. Вот это самое главное. Как ты вообще относишься к большой конкуренции? Не пугает ли она тебя? До конкуренции я отношусь нормально. По-рабочему в каждом деле, наверное, есть, это, наверное, присутствует. Я вообще, у меня такая, вот, скажем, такой, наверное, подход.
Я бы вообще не хотел бы видеть в моих коллегах, чтобы меня видели каким-то конкурентом. Мы все делаем, мы все работаем в одном направлении, как бы, да, мы все, кто-то профессионально, кто-то менее профессионально, у кого-то больше знаний, у кого-то меньше, у одного свои идеи, у другого другие. Я бы это воспринял, наверное, не конкуренция, это такое маленькое спортивное, может быть, состязание. Я вот сделаю вот так, а ты вот сделаешь вот так, и кто сделает лучше, да, у кого лучше. А кто делает лучше, я готов у него поучиться, вот это класс. А если сделаю я лучше, я готов пригласить и показать, ребят, ну вот сделали вот так, у нас лучше потому-то, потому-то. Я как бы вот не сторонник вот этого там конкурент, я его боюсь, там, чтобы меня кто-то боялся. Я стараюсь от этого уходить, как бы дистанцироваться. Нормальные рабочие должны быть отношения, надо друг друга уважать, поддерживать. И это тяжелый, еще раз повторюсь, тяжелый бизнес. Это надо обладать целеустремленностью, серьезными знаниями этого вопроса, как бы, и не только строительно-технического характера, надо иметь еще и возможность умения создать команду, умение руководить финансами. То есть здесь много очень аспектов, это, скажем так, очень серьезное дело. Какая вообще философия у нашей компании? Я бы, наверное, не говорил много, сказал бы какими-то краткими тезисами. В первую очередь, это профессионализм, это, наверное, честность и открытость с нашими инвесторами, ставить перед собой те цели и обязательно достигать их результата, чтобы не было стыдно, когда ты подойдешь к зеркалу и спросишь себя, как ты это сделал. И ты должен себе ответить, молодец, класс, ты сделал все правильно. Добросовестность в отношениях с людьми, порядочность в отношении с нашими инвесторами, ну и профессионализм, профессионализм и профессионализм. Это самое главное. От всех буду требовать без исключения, начиная с офисных работников и заканчивая нашими подрядчиками, поставщиками и так далее. Должны исполнять то, что было обещано. Мне вот, например, понравился пример, который ты приводил ранее, сказав, что когда закончишь проект, ты бы кайфовал от того, что когда у нас будут жить клиенты уже, тебе будет кайфово от того момента, что тебя пригласят на виллу, скажут, Влад, реально, ты построил кайфовое место. Я понимаю, да, это мое такое отношение. Я уже, в принципе, с определенного какого-то возраста стал, наверное, получать вот такое вот удовольствие от того, что когда что-то создаешь, потом смотришь, ты действительно создал классный продукт. Понятно, что мы все зарабатываем деньги, мы все работаем для этого, как бы, да, но надо, чтобы еще и твой труд как-то удовлетворял тебя еще и морально, да, духовно. Поэтому то, что я делаю, мне нравится, я это люблю. Когда мои, скажем так, мои клиенты, мои заказчики, либо я сам что-то вот строю для себя, когда я получаю истинное удовольствие от того, что я сделал, я считаю, что этот продукт получился очень качественно. Ну и как пример я тебе приводил, да, там, ну, конечно, я буду счастлив, когда мы сейчас сделаем этот проект, и там те ребята, которые будут у нас жить, там, будут нас встречать и все говорить, привет, как дела? Ребят, заходите, там, попьем чайку вместе, тут так кайфово тут у вас, тут такой сервис классный, все качественно, хорошо, так действительно продумано, мы тут кайфуем. Согласись, это же будет приятно. Вот поэтому для меня это прежде всего. Если даже что-то построил, там где-то там, окей, даже заработал, но люди недовольны, остается вот этот осадочек, как бы, и хочется его исправить. Поэтому на первое место надо выносить все-таки отношения между людьми. Каким ты видишь Future Vision через 10 лет? Я, наверное, уже такой прагматичный человек, не стал бы заглядывать на 10 лет вперед. Конечно, бы хотелось. Ну, кстати, твоя была идея назвать нашу компанию Future Vision, видение будущей недвижимости, видение по-другому этой недвижимости. Классное название, оно мне очень понравилось, как бы, и, наверное, задает такой некий смысл, да, нашей всей работе. Мы хотим здесь, вот в этом очень классном месте, Райском месте. в райском, вот на этом острове, что-то сделать свое, неповторимое, классное, и чтобы действительно осталось и радовало людей. Дай бог нашей компании идти дальше, развиваться. То, что мы с тобой задумали, сделать несколько проектов в разных локациях, я уверен, мы это будем делать. Дай бог наша компания будет масштабироваться. Ну, наверное, я бы сильно вперед не заглядывал на 10 лет, но в ближайшие 5 лет я точно знаю, что наша компания будет идти уверенными шагами, потому что по-другому я обычно не привык работать.
конце нашего небольшого фильма я, наверное, хотел подвести итог. Мы постарались рассказать немного о себе, достаточно откровенно и честно, открыть, кто мы, как мы работаем, с каким мы опытом сюда пришли, что мы здесь задумали. Поэтому, если вам и стало интересно, то следите за нами. Мы достаточно откровенно и честно будем освещать то, что мы здесь делаем. Я надеюсь, вам будет это интересно. Поэтому любые вопросы, я всегда открыт 24/7. Пожалуйста, можете в любой момент связаться, мы ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо за внимание, всем пока. Любите друг друга и уважайте.